Привет, мои дорогие! Это канал о главном и случайном, там, где мы смотрим без вариантов. На главном канале я, девочки, сейчас тоже буду много добавлять видео. Будет новые отношения в 2026 году на 4 варианта. А сейчас мы посмотрим именно вот такую э, ситуацию. Выйдешь ли ты замуж в 2026 году? Вот кто именно хочет замуж? У кого есть уже какие-то отношения, предполагающие это, да? Или вот ты чувствуешь, что ты не хочешь долго встречаться с мужчиной, но ты хочешь замуж. И вот именно вот замуж хочешь, да? Не то, что там сожительство, встречаться, это не хочешь, хочешь именно замуж. Давай вот посмотрим, да? 2026 год. Таро без вариантов, девочки. Давайте посмотрим. Выйдешь ли ты замуж в 2026 году? 20-й аркан, девочки, суда. Выйдешь ли ты замуж? Десятка пентаклей, девятка мечей, тройка костей, девятка. Давайте еще. Король мечей. Мы, девочки, хоть и делаем это и общий расклад, но я вам рассказываю, что будет в этом 2026 году. Вообще вот в принципе с этой темой замужества. Быстрого, не быстрого, все остальное. Если у вас есть на этот момент мужчина, с которым вы долго в отношениях, в 2026 году он не особо стремится жениться. Выпал король мечей, который, девочки, попадает все время в какие-то авантюры, в какие-то проблемы, передряги. Девятка костей, девятка мечей, да, десятка пентаклей. То, что вот мужчине постоянно все что-то будет мешать. Если вы с ним в отношениях и до этого года не поженились, до 26-го, да, то, возможно, вы в 27-м поженитесь году. Но в 26-м у него, получается, все время будет не до этого, да. Он: "Да что ж ты такое говоришь, ну хватит там тролливали". Он не то, что, например, вас не любит, но, такое вот. То есть надо обязательно посмотреть, с кем вы вот на данный момент, от кого вы ждете предложения. Если вы долго в отношениях с мужчиной, девочки, то тут надо расставлять реально в 26-м году все точки над "и", да. То есть, прям можете, вот смотрите, все-таки сигнификатор 20-й старший аркан суда выпал. Это предлагается вам расставить все точки над "и". Прям даже вот так быстро, насколько вы хотите замуж, да. То есть тут такой момент идет. Вы просто берете, не надо ждать каких-то удобных моментов и все остальное, да, с мужчиной. Вы просто говорите: "Ты знаешь, я для себя решила, что я хочу замуж. Хочу замуж, но я понимаю, принимаю твой выбор. Если ты не хочешь жениться на мне, то к чему эта трата времени? То есть я решила, что если ты не хочешь жениться, мы с тобой расходимся". Девочки, не бойтесь этого говорить, да. Это тут не то, что надо шантажировать либо давить на мужчину. Не шантажируйте и не давите. Дайте ему именно выбор, да. Да-да, нет-нет, все просто, да. И если ему надо время на это, чтобы вот прям подумать, спросить там бабушку свою или еще что-нибудь, пусть спрашивает, пусть решает. По крайней мере, вам нужен четкий этот ответ. Не надо себя вот все время терзать в этих каких-то мыслях, да, сделает он мне предложение, не сделает, что будет и все остальное. Вы от этого в 26 году будете, вот знаете, не в очень приятном таком состоянии духа. Может унылость, плохое настроение появляться и все остальное. По крайней мере, вот знаете, это то же самое, что вас посадили в горшок, как цветок, и не поливают, да. То есть вы все время мучаетесь от жажды. А если бы вы были на свободном выгуле, как говорится, жили на природе, вам и дождичек какой-то шел бы, да, или кто-то другой бы вас спалил и все остальное, увидел вас. Поэтому чего вы терзаетесь в тесном горшке, как говорится. Понимаете? Поэтому здесь все-таки вот по раскладу я вам скажу, что вам надо решать этот вопрос. Не бояться спрашивать у мужчины. Только не шантажируйте, да, не ставьте его прям перед фактом таким. Потому что вот этот
а, принуждение, оно ни к чему хорошему не приводит. Оно действует, девочки, вот это вот первое время, пока у него испуг какой-то, да, когда он теряет этот испуг, и он понимает, что это не совсем его решение, что он это сделал под каким-то давлением, он потом будет выносить вам мозги. Поэтому, девочки, да, оставьте ему выбор и так вот мягко, как будто, знаете, вот с другом, да, поговорите и скажите: ты знаешь, вот я хочу замуж, я хочу замуж. Я не знаю, хочешь ли ты жениться и все остальное. Может, тебе рано, может, тебе уже поздно. Не знаю. Вот ты реши для себя. Я тебя рассматриваю в качестве своего мужа. Если ты готов и хочешь быть моим мужем, дай знать. Окей? Окей. Все, девочки, да? То есть вот так вот и поведите себя. И если он уйдет куда-то, денется от вас, вы не жалеете, девочки, не жалеете. Потому что вот реально 26-й вот этот год для вас, вот кто хочет именно выйти замуж, вы открыли этот расклад, потому что вам эта тема болеет сердечко, да, вам нужна эта тема, вам хочется замуж. Поэтому, если у вас есть какой-то мужчина, с которым у вас вот непонятно что, но вы хотите попробовать вот это, то не бойтесь, девочки, не бойтесь, предложите ему. По крайней мере, это если мужчина скажет: да, я хочу на тебе жениться, но давай там, ну, то есть все обсуждаемо, правильно ведь, да, то есть он может, вы можете либо назначить там какую-то дату, а можете не назначать. Сейчас же, знаете, как жениться, очень легко. Сейчас, кстати, девочки, например, если в городских ЗАГСах надо какую-то очередь, какой-то месяц, да, ждать и все остальное, то, например, в деревнях, подальше от городов, вот, в принципе, вы пришли, через 3 дня вам уже отдали документы, вас расписали. А вы сами свою свадьбу, свое торжество делаете, празднуете, как хотите. Кто-то поедет куда-то отдыхать, да, кто-то вот снимет ну, что-то такое интересное, какое-то место интересное. Поэтому, девочки, сейчас же все так поменялось, уже 150 гостей на свадьбе – это роскошь, да, это уже и какая-то такая прошла мода, скажем так. Так что вот вы в зависимости от того, где вы находитесь, вот так вот вы и решаете. То есть это не проблема выйти замуж. Вообще не проблема, девочки, да. То есть, а проблема самая в том, что вы созрели. Но с вами должен с вами вместе созреть ваш мужчина. Если брать незрелого, девочки, от этого что случается? Жидкий стул. Жидкий стул, девочки, от всех незрелых решений. Вот сразу вам говорю, сами об этом знаете. Тут такие вот карты выпали, десятка пентаклей. То есть, если вы об этом не будете говорить, никакого предложения вам не будет. Это мы рассмотрели, девочки, если у вас есть такой мужчина, который, с которого можно спросить что-то. А если вы, например, без отношений? Если вы без отношений, давайте посмотрим еще. И у вас вот некому предложить, как говорится, не с кем выяснять отношения. 11-й старший аркан. Восьмерочка. И 2 восьмерочки выпали, девочки. Ну, 8-й, но я обычно силу 11 говорю, да. Так, колесница, да. А вот если у вас нету пары, девочки, смотрите, кем вы выпадаете. Кстати, вот так интересно расклад лег. Первый вариант, ну, когда мы говорили про какого-то мужчину из прошлого, да, а тут выпали вы как королева мечей и выпали как раз-таки под королем мечей. И как раз-таки, кто без пары, у вас больше шансов выйти замуж в этом году, да. То есть вот эти вот быстрые браки, они лучше идут здесь. Но опять же, девочки, знаете, как говорят, выйти замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. То есть надо не выбирайте тех мужчин, которые делают вам предложение на 3-й день знакомства. Это, девочки, всякие абьюзеры, шизофреники и всякое г. Нормальные мужчины такие, они боятся брака, да, и к браку они подходят в зависимости от чувств, от своих каких-то возможностей и все остальное. То есть те, которые брачующиеся за 3 дня, это, девочки, будет большая ошибка. Вот реально, за 3 дня большая ошибка. Помните, еще как-то выходили замуж, вот 3 месяца знакомы, выходили замуж, 20, 40, 50 лет вместе жили, да? Наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, а не 3 дня.
3 дня, девочки, это сразу говорю вам, кто собрался замуж, как только вам мужчина предлагает на третий день знакомства замуж, вот такой какой-то очень быстрый, давай поженимся, давай. Это лох, девочки, сразу вам говорю, 99%. И 1% это какая-то диагностированная шизофрения. Понимаете? Это я вам говорю, и я знаю, поверьте мне, в этом толк. Так что будьте осторожны. Но я вам скажу, что для тех, кто сейчас не в паре, очень большая возможность действительно в этом 2026 году выйти замуж. Или хотя бы уже определиться с выбором партнера, потому что вы идете вот тут такими пиковыми, да? То есть у вас в этом году, вот у одиночек девочек, да, у вас формируется такой, вот знаете, интересный пиковый характер. То есть какой бы вы дамой не были по своему наполнению, по форме, по масти, вы становитесь именно пиковой. Кто такая пиковая? Это рациональная, пережившая, понявшая или понявшая девушка, которой суждено выйти замуж. Оно у вас идет, оно, девочки, у вас идет непросто, да, вот это вот принятие себя, и в то же время вы начинаете гнездоваться, скажем так, да, вы такая вот птичка, которая по весне будет гнездоваться, и у вас, вот кто одиночки, у вас очень большая возможность есть, вот вы созрели, девочки, вы еще вот прям дозреваете до этого, и, возможно, такое еще, знаете, у кого было или сейчас, девочки, даже есть такое ощущение, боже, я одна, я старею, капец, у меня никого нет, я одиночка, которая никогда не нужна. Если у вас есть такая вот надрыв какой-то в голове, вот этот вот, да, психованный как будто бы надрыв, это хорошо, потому что вы можете не верить в себя сколько угодно вот сейчас, да, но фишка в том, что вот как раз вот этот надрыв, как лазерный хэтчинг. Это когда, знаете, пробивается оболочка на уровне клеток, скажем так. И получается вот это вот для того, чтобы у вас все получилось, вот этот надрыв нужен. Понимаете? Потому что у вас какая-то была такая вот защита, скажем так. Таблетка аспирина, зажатая между ног. Вот и все у вас было. Сейчас вы разжимаете ее, разжимаете и со злостью выкидываете, девочки. И тут колесница выпала, сила, понимаете? И именно с вашим королем. Тот, кто почувствовал сейчас большое такое одиночество, печаль от этого одиночества, девочки, у вас шансы 99%, что либо вы в этом году выйдете замуж, либо вы найдете этого мужчину именно в этом году. И вы такие, знаете, будете пара-пара, чуть ли не вещи одинаковые будете носить, да. То есть вот вы замечали такие пары на улице, девочки? Вот я их называю пиковые пары, да. Пара, ну, вот, например, мужчина одет в одинаковые худи, как и девушка, да, вот пара такая, еще ребеночка. Или вот, например, видно, что мужа одевает жена, да, вот он выглядит именно вот на вкус жены, одеты в тех же, например, тонах, в цветах, там, ну, как-то вот это похоже все. От них аж пахнет вот такой вот, знаете, семейностью и гнездом, да. И вот это вот такие вот пиковые для меня пары идут. Как ни странно, да, потому что у них вот очень сильно такой выстроен быт. Не то, что он на коленях за ней ползет, нет. Они вот так вот. У вас такая пара светит сейчас. В 26 году вы будете ее строить. Вы знаете, от чего устали? Почему вы так хотите замуж и почему вы на этот расклад зашли? Потому что вам хочется вот гнездо свое. Вам хочется гнездоваться. Вам хочется вести вот это хозяйство, вот этот быт именно с человеком. Вам, может быть, не сколько даже прям любовная любовь нужна, не сколько нужен супер там интим или еще что-то, сколько вам нужно свое гнездо. Понимаете, девочки? И чем больше вы его хотите, вот ощущение такое идет, крутится в голове, да, и страх такой, возможно, переживания, потому что все равно королева мечей выпала, да. Вот эти вот на этих переживаниях вы притягиваете к себе именно тех мужчин, которые тоже хотят гнездо свое, видеть гнездо по весне.
Понимаете? Гнездоваться, а не просто это птицы, журавль или синица. Нет, девочки, не журавль и не синица. У вас пара, окольцовка. Колесница это стопроцентное кольцо, предложение идет. И королева мечей и король мечей это супруги. Супружеская пара выпадает. Так что, мои дорогие, чем вот хуже для вас вот это вот ощущение было, что вы мучились вот от этого, да, ощущение такого, что вот типа ты никому не нужна, что ты хочешь вот эту семью, что и страх какой-то старости, возможно, страх еще чего-то был. Ничего, не бойся, дорогая моя, у тебя будет твой мужчина. Будет, да. И, кстати, вы, девочки, не одиноки, да, потому что, например, я когда, вот я даже по себе, вот я с вами, девочки, да, и я по себе, например, знаю, я это уже заметила. Когда я, например, просто хочу с кем-то встречаться, я и получаю таких мужчин, с которыми я просто встречаюсь, потом все равно с ними где-то расстаюсь, да. Но когда у меня вот такой какой-то внутренний надрыв, я ловлю эту мысль у себя, да, я вижу свое вот это настроение, вот в этом настроении, девочки, у меня какие-то сны такие, прерывистый сон. Я где-то среди ночи могу проснуться, мне будут не очень хорошие сны сниться, даже не связанные с мужчинами, просто вот такое что-то а-ля тревога, да. И я иду, девочки, в оперу. Опера или оперетта, ну, что есть, и на что есть билеты. И и я чувствую, что это пик меня накрывает, вот эта вся фигня. И что вы думаете? Мои лучшие пары были всегда созданы именно после того, как я чувствовала вот эту черную какую-то тоску, понимаете? Поэтому лучшие мои пары были. Когда я была в таком ха-ха-ха, хихихоньки, хахоньки, ну, такое вот и было, да. То есть даже вот эти вот ваши волны, они притягивают. И тут пиковая волна вам тоже идет. Короче, девочки, кто в паре с мужчиной такой, который как будто бы ни рыба, ни мясо не делает предложение, то подумайте, как я вначале вам сказала. Кто в поиске и кто вот с таким надрывом, девочки, вы будете 100% в паре. Кто, девочки, и не то, и не это не чувствует, я вам скажу. Тут надо, если вы хотите прям очень сильно выйти замуж, да, вы должны реально очень сильно перебирать мужчин. То есть вот это вот у вас должен быть шаблон вашего мужчины, потому что на самом деле мужчин будет много в 26 году, вот прям у каждой. Вот исключая вот эти супер 2 варианта, потому что они, как говорится, вот им надо об этом поработать. У остальных мужчины, девочки, идут. Но если вы их будете подводить все-таки, знаете, под какую-то кальку, вам будет намного проще выбрать именно того, который вам действительно надо, а не льва по гороскопу, да, и по какого-то, тот, который к вам придет подлечиться, или которого вы возьмете для того, чтобы подлечиться, да, потому что эти отношения там на год-два затягиваются, да, и потом мы все равно какую-то рокировку жизни проводим. Так что, мои дорогие, повыдаю я вас всех замуж, повыдаю, не беспокойтесь, просто мы с вами будем смотреть, кто подходит, кто не подходит и все такое, девочки. Никогда не падайте духом, никогда. У каждой твари по паре, девочки. Все, любимки мои, люблю вас, целую, обнимаю, пока, пока.